Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам на 8 мая. Поговорим о том, что можно делать в этот день, что ни в коем случае нельзя делать и на какие моменты обязательно стоит обратить внимание. Итак, 8 мая православный народ чествует День памяти Марка, святого апостола и евангелиста. Он был одним из 70 апостолов, одним из великих учеников самого Иисуса Христа. Он являлся верным спутником святых Варнавы и Павла. Сам Марк был основателем многих церквей и храмов, также был автором Святого Евангелия. Марк в христианстве был один из 4 евангелистов, автор Евангелия от Марка. В православном искусстве святой зачастую символически описан в виде мужественного льва, а вот в иконографии вы можете его увидеть как изображенного мужчину, который пишет Евангелие рядом со львом. Традиционно этот день был назван в честь святого Марка. Также этот день называли так, как Марк Птицелов или День Марка Ключника. В народе святого апостола Марка именовали ключником. День ключника называли еще в народе птичьим праздником, где летящая в небе стая птиц именовалась ключом. Как раз в это теплое время пернатые и прилетали в родные края большими своими семьями. Народ по утрам выходил на свои засаженные земли и наблюдал, куда же птицы летят. Когда птицы пролетали над ними, это был огромный знак того, что посаженные саженцы вырастут хорошие и здоровые. Опытные работяги шли на хитрость и раскидывали вокруг различные семена для птиц. Это очень привлекало их, и они с радостью летели через землю к людям, и иногда даже останавливались у них на перекус. У детей была в этот день популярная игра. Они бегали и охотились на чужей. Существовала и другая история, в которой говорилось, что именно он хранил у себя ключи, с помощью которых мог управлять небом, тучами и даже дождем. В этот день простые люди старались помолиться святому Марку, просили его в первую очередь о том, чтобы не было засухи на их засеянных полях и, конечно же, за хороший и богатый урожай в этом сезоне. Говорили люди, что если выпадет в мае 3 дождя добрых, то и хлеба будет на 3 года полных. А для того, чтобы вызвать дождь, одной молитвы было недостаточно. Для этого события существовали специальные заклинания и слова, которые люди очень часто пользовались. Например, такое: «Дождик, дождик, дай тебе гуще, выйду на крылечко, дам огуречко, дам и хлеба каравай, дождик, дождик, пуще поливай». Дождь был сегодня за счастье, его ждали как никогда. По количеству осадков, которые выпали сегодня, гадали на будущее. По рассказам, если в мае было 3 хороших дождя, то и урожай наши предки считали будет хороший на 3 года вперед. Ну, а если день проходил спокойно, на улице было ясное и яркое солнышко, а погода радовала своей теплотой и запахами весны, то Марк обещал людям отличный урожай яровых. 8 мая связывали с днем полевых культур, но не всех. Традиционно сегодня сеяли гречиху, но обязательно перед посевом молились. Окропляли святой водой землю, а местные говорили, что на святого Марка сеется татарка. На прихожую погоду могла указать высокая и яркая радуга. В этот период теплой погоды, яркого солнца и вперемешку с переменным дождем радуга была далеко не редкостью, поэтому люди ее видели в этот период очень часто. Низкая расплывчатая радуга сулила на какое-то несчастье. В такие моменты люди старались отвлечься от плохих мыслей, занять себя работой и не думать о плохом. Коровы очень чувствовали плохое и за несколько дней вели себя не так. Они всячески своими действиями и движениями пытались уведомить своих хозяев и уберечь. Частая одышка, рев по возвращению в свой хлеб, а на улице часто поднимали голову вверх или друг другу лизали ноги.
Овцы, например, начинали веселиться и драться, когда чувствовали приближающийся к ним дождь с грозой. Так как сегодня был день Марка, покровителя погоды и дождей, то было очень плохим тоном разливать или небрежно выливать воду на землю. Этим, согласно народным поверьям, наши предки могли разозлить святого, и он не поливал дождем поля засеянные. Наливали или переливали воду зачастую над скатертью и какой-то емкостью для воды, чтобы потом можно было этими остатками разлитой воды полить огород или хотя бы домашние цветы. Если этого не было под руками, то старались переливать ее сразу над растениями или рассадой, которую так или иначе нужно было полить. Ни в коем случае не разрешалось сегодня ругать своих детей. В этот день их нужно было только поощрять и баловать. В противном случае с ребенком можно было очень сильно поругаться. Также нельзя сегодня было скупиться. Люди считали сегодня обязанностью поделиться или угостить кого-то, дать людям то, что они просят, конечно же, в пределах разумного. И советуем вам сегодня придерживаться такого же принципа, быть легким на подарки и одолжения, помогать тем, кто в этом нуждается. Рекомендуем по возможности посетить церковь, монастырь или детский дом. Например, помочь нуждающимся никогда не поздно и провести с ними время, помочь в плане рук, что-то по двору, по дому или банально приготовить еду. Или принести новые или старые вещи, которые готовы вы пожертвовать. Такой добрый жест очень важен, так как для них, так и для нас в целом. Уверены, что проделанный вами труд не останется незамеченным. Дети или взрослые, которым вы по итогу поможете, останутся безумно благодарны и запомнят этот день и поступок на долгое время. Вы знаете, такие поступки дают возможность верить и чувствовать, что они действительно кому-то нужны. Также в этот день стоит приберечь и не стоит, знаете, приберечь с пищей и не стоит сегодня переедать. Лучше разбить прием пищи на 2 раза, потому что, согласно поверью, от такого может болеть целый день живот. Поэтому пересмотрите ваш сегодняшний рацион, подберите более легкие фрукты и продукты, которые легче и быстрее усваиваются. И 8 мая не забудьте поздравить именинников Марка и Сильвестра. Также обращаем ваше внимание, что нужно сделать именно 8 мая. Можете отправляться в поездки, командировки, покупать и новые вещи, а также начинать что-то новое. Также в этот день не рекомендуется жадничать и экономить без особой нужды. Сны в эту ночь покажут истинную суть вещей и помогут вам разобраться в ваших подозрениях. В сновидениях довольно четко можно увидеть или опровержение, или подтверждение. Также не стоит в этот день сплетничать и давать советы. В целом нельзя и вмешиваться в чужую судьбу, чтобы своя наперекосяк не пошла. Также не стоит сегодня экономить и бояться истратить лишнюю копейку. Древние верили, что на Марка чем больше вы потратите, тем богаче весь год будет. Обязательно 8 мая сделайте влажную уборочку в доме. Нельзя 8 мая и в доме сидеть. Выйдите на улицу или поедете за покупками. Обращаем ваше внимание, также в этот день не стоит ни с кем ругаться, спорить и кому что-либо доказывать. Если вы знаете, что вы правы, придет время, и правда все равно всплынет и покажет именно свои намерения. Ну а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 8 мая 2022 года. По лунному календарю, друзья, нас с вами ожидает 8 и 9 лунные дни. Растущая луна в знаке зодиака Лев. Вы знаете, этот день перемен, ответственный и напряженный. Все нерешенные задачи встают сегодня особенно остро, а забытые проблемы дают о себе знать. Сегодня активный день, в который могут произойти любые непредвиденные события. Вы знаете, переход – это всегда трансформация и соответствующее ей изменения, которые сегодня будут происходить во всех сферах. И в работе, и в дружбе, в любви, и на всех уровнях. На
физическом, духовном и энергетическом. Вот и эта изменчивость, двойственность и метаморфозы во всем делают эти сутки совершенно неустойчивым днем, когда меняются все взгляды и основания, которыми человек жил раньше. Многие словно рождаются заново и по-другому начинают думать и смотреть на мир. Не нужно встречать изменения этого дня болезненно и тем более давать отпор. Принимайте все происходящее как есть, не вмешиваясь в этот процесс трансформации. Только так он обратится для вас созидательной, благотворной стороной. Позднее вы увидите, как ваши изменившиеся взгляды и новые отношения более качественные и правильные, нежели были раньше. Отказ от прежних привычек, во многом пагубных, тоже будет вам на пользу. Вы очиститесь через это перерождение. Конечно же, в эмоциональном плане будет очень сложно сохранить самообладание, так как будет казаться, что вокруг все рушится, а почва уходит из-под ног. Изменчивость этого дня скажется на сумасшедших перепадах настроения, когда неудержимый хохот превращается в истерические рыдания. Так что далеко не все проходит достойно сквозь испытания этого дня. Только самые сильные духом смогут взять себя в руки и сохранить мудрость, спокойствие и даже рассудительность. Сегодняшний день удачен для поездок, командировок, путешествий, а также переезда и судебных разбирательств. Самое время начинать строительство дома, заниматься планированием жилища, перепланированием и перестановками. Сегодня может потребоваться изменение собственной позиции и линии поведения. Самое подходящее время, чтобы по-иному взглянуть на вещи, обдумать жизнь и вспомнить прошлое. Пусть все неудачи, беды, нежелательные поступки и черные мысли сгорят, будто в пламени пожара. Сейчас очень уместно готовиться к новому этапу в своей жизни. Конечно же, это при условии, что вы это планируете. Что же касательно стрижки, то этот день дает возможность избавиться от всего старого и лишнего. Почистите себе карму, освободите квартиру от всего ненужного. Волосы в этом вопросе тоже не исключение. Состригите секущиеся кончики, освободите себя для всего нового. Сегодняшний день будет рад встретить вас новой укладкой или прической. И этим новым сегодня окажется удача в деньгах и долголетие. Состригая волосы сегодня, вы улучшите структуру и состояние своих волос. Новая, возможно, более короткая, чем обычно стрижка, окажется вам к лицу. Избавляясь от старого, вы освобождаете место новому. Не все манипуляции с волосами сегодня будут удачны. Обычная или химическая завивка не дадут вам серьезного результата, поэтому отложите эти планы на другой день. Вечером сделайте массаж головы и косметические маски, чтобы волосы получили как можно больше от сегодняшнего дня. Что же касательно окраски волос, то окраску волос сегодня делать нежелательно, так как это может навредить вашей респектабельности, а волосы лучше всего уложить локонами. Сегодня возможно неожиданные повороты событий, конфликты и чрезвычайные ситуации, поэтому постарайтесь в этот день ограничить контакты с водой только самыми необходимыми с гигиенической или хозяйственной точек зрения. Не рекомендуется сегодня также и употреблять алкоголь. Вот такой, друзья, у нас с вами был день 8 мая 2022 года по народному календарю и по лунному. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно прямо сейчас подпишитесь на наш канал. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. На телеграм-канале очень много полезной, важной, нужной, интересной информации. Обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте то видео, которое вам больше интересно и полезно. И смотрите, вы знаете, там много для вас полезной, нужной и интересной информации.